4 признака, что он любит искренне. Мы с вами постараемся сегодня найти ответ на вопрос, который часто волнует женщину в начале отношений с мужчиной. Как понять, что он меня любит вообще? Как понять, что он ко мне серьезно относится? Вообще этот вопрос, он такой вечный. И почему он вечный, почему он никогда не теряет своей актуальности? Потому что он упирается в две такие фундаментальные какие-то данности. Первое, это то, что мужчины, как правило, выражают свою эмоциональность не так ярко, как женщины. Мы, мужчины, воспитываемся в большинстве обществ так, что эмоциональность должна, если и не подавлена быть, то, по крайней мере, не особо должна как-то выражаться. Поэтому часто бывает так, что мужчина женщину любит, он как-то так ей об этом говорит, что это совершенно все не очевидно. Вторая данность связана с тем, что, опять же, когда женщину интересует, как мужчина к ней относится, она вроде бы часто из-за определенных социальных установок не может прямо ему задать этот вопрос. Потому что получится, что я как будто бы навязываюсь, начинаю его спрашивать, как ты ко мне относишься, насколько серьезно. Во всех мифологемах, сказках, там обычно сценарий прописан очень четко, так рафинированно. Принц со всех сил пытается доказать принцессе, что он хочет ее добиться, и она, в общем-то, читает все эти вот признаки. В реальной жизни мужчины, так сказать, не такие вот сказочные принцы, а реальные люди. Бывает так, что не совсем понятно, как он себя ведет. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я достаточно давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами разберемся в том, как же женщине понять, что мужчина ее действительно любит искренне. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк этому видео, также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Как же понять, что мужчина любит женщину? Для этого нужно разделить понятия влюбленность и любовь. Влюбленность — это остро возникшее такое вот высокоинтенсивное переживание, которое, знаете, описывается как бабочки в животе, эйфория, там гормоны, как угодно можно это описывать, но это такое состояние, когда фокус внимания фокусируется на объекте влюбленности. Ключевое слово «объекте». То есть во время влюбленности в самом начале отношения сначала объектное. То есть мужчина, когда видит женщину, он видит ее по внешним каким-то признакам. Там, как она выглядит, как она двигается, то есть язык телодвижений, какая, не знаю, там у нее вокализация, какой у нее голос. Ну и может знать какие-то косвенные социальные вещи. Скажем, там, вот, примерно понимает ее там, скажем, достаток, может быть, профессию ее знает, там, не знаю, может там по кольцу видит, там она замужем, не замужем, там, ну и какие-то, в общем, то есть как-то он, в принципе, имеет какие-то общие знания о ней, но влечет мужчину к женщине пока вот это вот влечение объектная. Он еще не знает ее внутренний весь этот сложный мир, и ее душа пока для него потемки, и он не может чувствовать влечение к ней как к субъекту. Он пока идет к ней, поскольку вот как-то она ему интересна, она кликнула с его образом идеального партнера. Потом, чуть позже, если вот мужчина на фоне этого влечения, если женщине, опять же, также это интересно, и женщину также влечет, вот мужчина и женщина вместе общаются, то здесь вот эта влюбленность, она достаточно скоро как-то так выветривается, эти вот гормоны, так сказать, не могут постоянно быть на таком высоком уровне. И у людей, если они, вот, общаясь друг с другом, узнают друг друга, позволяют себе, знаете, быть внимательными, позволяют себе, так это образно говоря, раздеваться и показывать себя настоящим, снимать свои маски одну за другой, позволяют себе видеть другого человека таким, каким он себя показывает, а не остаются в своих иллюзиях о другом человеке. Потому что бывает так, что, скажем, женщина прямо говорит мужчине, что вот это мне не подходит, это мне не нравится, а мужчина думает, нет, это же женщина, все, мы с ней как-то договоримся потом. То есть, в обратной ситуации тоже бывает ситуация. Так вот, когда достаточно долго мужчина и женщина друг друга узнают, то тогда мужчина начинает к женщине относиться уже как к субъекту. То есть не просто к телу, которое вот как-то занимает пространство в обществе и там наделено какими-то общими функциями, а как к человеку. Формируется эмоциональная близость, то есть то, что можно назвать любовью. Поэтому эта фраза, что, знаете, любовь с первого взгляда, это такая, заблуждение, или, скажем так, игра слов. То есть с первого взгляда люди влюбляются, а любят люди, спустя какое-то время, когда формируется эта вот связь. Так вот, как же женщине понять, что мужчина ее любит? Первый признак, что мужчина любит женщину, это если он ее слушает и слышит. Мы здесь, в принципе, говорим как раз-таки о вот этом субъектном отношении. То есть, когда мужчина воспринимает женщину как, она ему нужна как какой-то аксессуар, просто чтобы вот тело рядом стояло, там, ходило, там, для секса, для социальных каких-то, не знаю, там, вопросов. То есть, важно, чтобы там была, скажем, жена или девушка, или там, чтобы друзья отвязались, которые спрашивают, там, или родители, где у тебя женщина твоя. То есть, если мужчина воспринимает женщину просто как вот такой объект, как аксессуар, то, соответственно, и разговоры там такие вот какие-то формальные. То есть, она что-то говорит,
Он просто в этот момент стоит в стендбай, типа слушает, потом он что-то ей сказал, она тоже как-то вот так послушала. И ну, такие, бывают такие отношения, просто это ну, как бы, ну, не совсем любовь, как бы это, вернее, совсем не любовь. Ситуация, когда есть субъектные отношения, мужчина женщину слушает, и вот, ну, знаете, вы прям чувствуете, что он, вы не в пустоту говорите, он вас отражает. Даже если он молчит, мужчины часто как бы молчат, там внутри что-то там все переваривают, вы ну, по нему как-то видите, по его какой-то микромимике, там, по движению глаз, что его как-то трогают то, что вы говорите. Ну и, соответственно, желательно, чтобы вы, когда ему что-то говорите, чтобы он вам отвечал, ну, так сказать, в теме разговора. Если вы понимаете, что мужчина вас слушает и слышит, то это субъектные отношения, это один из критериев любви. Второй признак мужчины, который любит, это он заботится о вас, даже когда ему неудобно. Вообще, мне нравится такое определение любви. Это витальное, то есть такое жизненно важное стремление сделать любимого человека счастливым. Мы, когда любим другого человека, у нас формируется вот эта вот эмоциональная связь, мы другого человека воспринимаем ну, в какой-то степени как часть себя. Ну или так, если хотите, как часть своей стаи, как часть своей команды. То есть этот человек, он мне не чужой становится. Когда женщина говорит о том, что ей, ну, у нее есть какие-то проблемы или вот чем-то делится, что ей важна какая-то забота, мужчина в такой ситуации, поскольку ну, воспринимает ее, что это ну, его дела, это ну, его касается, решает эти ее какие-то задачи так же, как он бы решал бы свои. Может быть, даже, ну, если он сейчас вот прямо в этот момент еще влюблен, и у него есть еще остается этот достаточно такой влюбленный этот вот заряд эмоциональный, он много сфокусирован на женщине, он, может быть, даже будет больше для женщины делать, чем для себя, потому что ну, для себя я и позже могу сделать, а здесь такое что-то вот новое, интересное. Если вы понимаете, что мужчина как-то к вам относится хорошо, там, скажем, не хамит, вроде как бы так формально внимателен, но когда вы делитесь своими делами, он говорит: о, хорошо, я надеюсь, у тебя все получится, я могу тебя как бы поддержать, так сказать, словами. То есть ты решай свои вопросы, потом расскажешь, как у тебя получилось. То это означает, что он вас не воспринимает как, ну, как часть своей какой-то команды, он ваши дела не воспринимает как свои дела. Это означает, что у него ну, как-то вот он достаточно сильно дифференцирован от вас. У него есть какое-то такое вот разделение, что ну, эта женщина пока не, ну, у нас с ней не общее будущее к этой истории. Исключение составляют такие, знаете, супер проработанные пары, которые там столкнулись со зависимостью в отношениях, потом поработали в психотерапии, и вот там часто бывает, что в отношениях ну, оговаривается, что ты обо мне заботься только если я тебя попрошу, а если я тебя не прошу, то ты мне вот не навязывай. Ну, эта ситуация такая отдельная уже. В таких парах, там, как правило, люди понимают, любят они друг друга или не любят. Следующий признак, что мужчина вас любит, это что он не боится вашей силы и не конкурирует с вами. Это вот, кстати, такой важный признак, как отличить лавбомбинг в отношениях с нарциссом от любви мужчины с такой условно гармоничной, здоровой личностью. Нарцисс в начале отношений использует эту тактику лавбомбинга, то есть он старается завоевать расположение женщины, сформировать такую эмоциональную сцепку путем того, что много внимания женщине уделяет, там, комплименты, подарки, ну, то есть ее заваливает, так сказать, авансом, там, какой-то, так сказать, сигналами любви, чтобы она к нему привязалась. Но при этом нарцисс все равно всегда конкурирует с тем, с кем он находится в отношениях. То есть нарцисс всегда, когда вот есть я, есть кто-то напротив меня другой, надо понять, у кого больше, кто лучше, кто побеждает. Поэтому, если вы находитесь на стадии лавбомбинга в отношениях с нарциссом и где-то показываете свою силу или где-то вы, ну, вам есть чем гордиться, вы показываете какое-то свое достижение, нарцисс будет, ну, вот, всячески это обесценивать и, я не знаю, как-то, он будет это воспринимать как такую конфронтацию, как попытку как-то его перебороть. Если мужчина вас любит, если вы будете говорить с ним о чем-то, чем вы гордитесь и чему вы радуетесь, он будет это разделять. Потому что, помним, мужчина, когда любит женщину, формируется вот эта психологическая привязанность, он ее воспринимает как, ну что ли, что она внутри моего круга. То есть, если моей женщине там хорошо, если у нее что-то получается, я этому искренне радуюсь, потому что это мой любимый человек. Ей хорошо, и мне от этого хорошо. Это вот такой важный критерий любви. Близкому человеку, любимому человеку хорошо, и мне от этого тоже хорошо. Мужчина строит планы на совместное будущее. Это следующий признак того, что мужчина вас искренне любит. Тут вот важно отличать это от манипуляции человека с ярко выраженными нарциссическими чертами. Нарциссы часто строят воздушные замки. Это еще называется future faking. Это когда вот в начале отношений, когда много такой эйфории, нарцисс начинает задвигать какие-то безумные вообще планы, которые ну, настолько безумные, что кажется, ну не может же он так врать. Ну вот что он же не может врать, что у него есть действительно вот эти вот какие-то известные там знакомые, или что он действительно хочет там на яхте там
кругосветку пойти. Там, ну, короче, он что-то такое придумывает, чтобы просто ошеломить, эпатировать, как-то вот, ну, вскружить женщине голову, чтобы она, ну, еще больше как-то вот, не знаю, потеряла связь с реальностью, и вот эта вот эмоциональная сцепка сработала. В случае с мужчиной с условно такой здоровой гармоничной личностью, когда он строит общие планы, они, во-первых, реалистичны. Иногда это, знаете, если мужчина такой, ну, практичный, немножко дотошный, эти планы могут быть даже слишком такими, знаете, душными, с кучей каких-то подробностей. То есть он прямо вот так продумывает там с такой, чтобы как-то все просчитать, продумать и обезопасить. Как бы даже романтический флер какой-то с них слетает, потому что он планирует, ну, так вот, по чесноку. И вторая важная вещь, что женщина чувствует, что этот план, это не его план, это их план. То есть мужчина согласовывает с ней, он как-то ее спрашивает. Есть ощущение, что мы вместе строим какие-то планы. В случае с нарциссом, там он всегда какой-то такой, что-то такое как придумал, как вот предложил, там, что мы с тобой через полгода, значит, поженимся, а потом дом какой-то купим в кредит и будем там жить где-нибудь на берегу какого-нибудь там Лазурного океана. Вообще такой, как услышишь, ну как бы сложно отказаться, потому что оно все какое-то сказочное. И к чему это вообще приложить, как это вообще, куда это нести, тоже непонятно. То есть нарцисс, как правило, своей манипуляцией просто старается выбить почву из-под ног. Вообще, как бы возвращаясь к началу видео, самый лучший способ понять, как к тебе относится мужчина, это его об этом спросить. Это может быть сложно, это может быть неуместно в самом начале отношений, или, скажем, вы можете просто сделать так, чтобы это стало уместно. Но если вам сложно разобраться, вот вы находитесь в отношениях, и вам непонятно, собственно, как мужчины к вам относятся, какие-то такие, ну, неочевидные и двоякие какие-то сигналы от него исходят. Если вы хотите в этом разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и разбираемся. Потому что часто бывает так, что вот ты находишься в начале отношений, вот эти все приятные эмоции, вообще какая-то такая критика не совсем ясная, и в этот момент самому разобраться в этом, ну, бывает сложно, бывает, что просто, ну, не хочется, ну, на это критически смотреть, лучше это отнести к специалисту, чтобы он как-то это дело разобрал, чтобы не терять все вот это удовольствие, которое очень важно получить и которым важно насладиться в самом начале отношений. Также поделитесь в комментариях, если вы имели такой счастливый опыт отношений, где мужчина вас любил, по каким признакам вы это понимали, какие признаки с вашей точки зрения являются такими, ну, вот, надежными признаками, чтобы понять, что мужчина действительно любит. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Я всегда смотрю, сколько лайков набрало какое видео, и стараюсь писать продолжение для этого видео. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.